Этот продукт сделан из отходов пива. Не из редких ингредиентов, не из деликатесов, а из того, что обычно выбрасывают. И при этом его едят миллионы. Но есть проблема. Почти все они делятся на два лагеря. Одни его обожают, другие не могут даже проглотить. И это Marmite. Густая соленая паста из дрожжей. И вопрос не в том, вкусная она или нет, а в том, как она вообще появилась. Потому что идея есть дрожжи звучит, мягко говоря, странно. В XIX веке ученые искали способ сделать еду доступной и дешевой. И один из них, немецкий ученый Юстус фон Либих, человек, без которого современная кухня, сельское хозяйство и химия выглядели бы совсем иначе, случайно обнаружил, что дрожжи, остающиеся после варки пива, можно концентрировать и есть. Юстус фон Либих первым понял, что гора вонючих дрожжей за углом пивоварни – это не мусор, а ценнейший источник энергии. По сути, он предложил метод, как из отходов сделать продукт питания и сжать его до концентрата. Британские предприниматели выкупили этот метод, поняв, что сырье для продукта им будут отдавать практически бесплатно, лишь бы они вывозили эти отходы с пивоварен. Первый завод Marmite открылся в 1902 году в старой солодовне в английском городе Бертон-апон-Трент. Почему там? Потому что этот город был мировой столицей эля. В XIX веке здесь производили каждую четвертую пинту пива, выпиваемую в Британии. И дрожжей там было буквально завались. Пивоварни вокруг, такие как знаменитая Бас, ежедневно производили тонны пивной гущи и скармливали ее либо свиньям, либо сливали в реку Трент, которая из-за этого жутко пахла и пенилась. Дрожжевую жижу нагревали, фильтровали, очищали от горечи хмеля и упаривали до состояния густой смолы. Так появился Marmite. Слово Marmite французское. Оно означает глиняный горшочек для варки, котелок. И первые 5 лет Marmite продавали исключительно в глиняных горшочках. Стеклянные банки, которые мы знаем сегодня, появились только в 1920-х годах, когда технологии массового производства стекла стали дешевле производства керамики. Но форма банки до сих пор имитирует глиняный горшочек. Первые пару лет бизнес шел из рук вон плохо. Британцы не понимали, зачем есть соленую дрожжевую грязь. Все изменило открытие витаминов в 1812 году. Ученые обнаружили, что Marmite – это природная бомба витамина В. Компания тут же сменила стратегию. Вместо того, чтобы говорить, что Marmite вкусный, и начали говорить, что это необходимо для здоровья. Продукт стали поставлять в школы, больницы и приюты. А с 1944 года производитель обогащает его витамином В12, чтобы сделать продукт максимально полезным. Перед тем, как идти дальше, еще пару слов о Либихе. Его называют отцом органической химии, который научил человечество извлекать пользу из молекул вкуса. Либих прославился изобретением мясного экстракта. В то время мясо было дорогим и быстро портилось. Либих придумал, как выварить 30 кг мяса до состояния 1 кг пасты. Его мясной экстракт был настолько популярен, что его массово подделывали. Либих был вынужден ставить подпись на каждой банке, как знак качества. Этот экстракт позже превратился в знаменитые кубики Окса, которые до сих пор стоят на полках в супермаркетах рядом с Marmite. Кстати, Либих не увидел коммерческого успеха Marmite. Он умер за 30 лет до открытия первого завода в Бертоне. Но именно его химические опыты превратили пивную грязь в черное золото. Но вот главный вопрос – почему эта пивная грязь вообще кому-то нравится? Ответ в том, как работают наши рецепторы. Долгое время считалось, что у человека всего 4 вкуса – соленое, кислое, горькое, сладкое. Но в 1908 году японский химик Кикунае Экида, изучая традиционный японский бульон даси, заметил странную вещь. Его вкус не укладывался ни в одну из этих категорий. Он был глубже. Экида доказал, существует 5-й вкус – умами. Его описывают как мясной, бульонный, насыщенный.
С точки зрения эволюции это сигнал. В этой еде много белка, она питательная, надо брать. Позже он выделил вещество, которое отвечает за этот вкус – глутамат натрия. А уже в 1909 году вместе с предпринимателем Сабуреско Судзуки II начал его производство. Это был белый порошок без запаха, который просто усиливал вкус еды. Икэда открыл умами в 1908 году, но окончательно его признали только в 2000-х, когда ученые доказали существование специфических рецепторов умами на языке человека. Так что умами – это не придуманный, а реальный вкус. Его сложно описать, но легко почувствовать. Это послевкусие. Это чувство сытости на языке. Это желание съесть еще кусочек. Мы встречаем его в жареном мясе, в сыре, особенно в пармезане, в томатах, особенно вяленых, в грибах, в соевом соусе и в водорослях. А главное, что этот вкус можно усилить в 100 раз. Представьте, вы взяли 10 килограмм жареного сочного мяса, гору томатов, головку пармезана и сжали все это до размеров чайной ложки. Вот что такое мармайнд на самом деле. Он сделан из концентрированных дрожжей, в которых очень много глутамата натрия, вещества, дающего вкус умами. В итоге получается почти чистый умами, и поэтому он такой сильный. Настолько сильный, что люди реагируют на него по-разному. Одни говорят, это невероятно вкусно. Многие фанаты утверждают, что и дня не могут прожить без банки мармайнда. Ученые объясняют это тем самым умами. Глутамат вызывает сильный отклик в центрах удовольствия мозга. Это не наркотическая зависимость, но привыкание к яркому, насыщенному вкусу, как к острой пище. Другие говорят, это невозможно есть. И дело не только во вкусе. У людей по-разному работают рецепторы. Кто-то чувствует глубину умами, а кто-то перегруз и горечь. Но есть еще одна причина, почему многие ненавидят мармайнд. Они просто неправильно его едят. Ошибка – намазать толстым слоем, как нутеллой. Результат гарантированно неприятно. Слишком солено, слишком интенсивно. Правильно. Горячий хрустящий тост. Очень-очень много сливочного масла и микроскопическое количество мармайнда. Буквально намек. Масло должно стать золотисто-коричневым. Еще интереснее использовать его в готовке. Добавьте чуть-чуть в суп, в соус, и вкус станет насыщеннее. Не потому, что добавился новый вкус, а потому, что усилился уже существующий. Говорят, мармайнд – это почти тест на британство. Если вы съели тост с ним и попросили добавки, считайте, что в вашей душе уже поселился англичанин. Но есть нюанс. С мармайндом чем больше, тем лучше не работает. Официальная порция – 1 чайная ложка. И даже в этом количестве почти 14% дневной нормы соли. Но при этом в этой маленькой порции суточная норма витамина В12. Если вы веган или просто чувствуете зимнюю усталость, 1 тост с мармайнд в день – отличная британская традиция. Но помните, если вы мажете его слоем толщиной в палец, ваши почки не скажут вам спасибо за солевой удар. То есть очень мало – полезно, чуть больше – уже перебор. И, возможно, именно это объясняет, почему он стал таким известным. Вместо того, чтобы всем нравиться, его приняли таким, какой он есть. И сделали это частью бренда. До середины 90-х годов мармайнд рекламировали как полезный продукт для всей семьи. Но рекламное агентство Adam and Eve DDB заметила одну вещь. В каждом доме, где была банка мармайнд, разыгрывалась драма. Кто-то ел его каждый день, а кто-то требовал убрать эту вонючую мазь из холодильника. Вместо того, чтобы убедить ненавистников в том, что продукт вкусный, они сделали гениальный ход. Признали правду. Первая рекламная кампания 1996 года показала людей, которые корчатся от ужаса при виде тоста с мармайнд. Это было шоком для индустрии. Никто раньше не показывал в рекламе людей, которых тошнит от продукта. Слоган «Люби или ненавидь»
Это не просто удачный рекламный ход. Это, пожалуй, самый смелый и честный маркетинговый ход в истории, который вошел в учебники по психологии и брендингу. Слоган разделил нацию на два лагеря. Это создало эффект принадлежности. Если ты любишь Marmind, ты часть тайного общества. Ты понимаешь то, чего не понимают другие. Если ты его ненавидишь, ты тоже в теме. Ты часть огромного сообщества тех, кто разделяет эту неприязнь. Слоган стал настолько популярным, что слово Marmind вошло в английский словарь как прилагательное. Британцы говорят: этот фильм как Marmind. Это означает, что он не может вызвать среднюю реакцию. Он либо вызовет восторг, либо полное неприятие. Чтобы поддерживать этот слоган, бренд шел на экстремальные меры. В 2013 году они выпустили рекламный ролик, пародирующий передачи о спасении животных. Спасатели Marmind врывались в дома, забирали забытые банки из шкафов и передавали их настоящим фанатам Marmind. Ролик вызвал сотни жалоб за неуважение к социальным работникам, но продажи взлетели. Они открывали временные кафе, кафе любви и кафе ненависти, где можно было расплатиться своим гневом или любовью в социальных сетях. Если у вас был негативный твит о Marmind, вам давали бесплатную чашечку кофе для утешения. А если позитивный, тост с Marmind. Все эти рекламные кампании про одно и то же. Не про вкус, а про реакцию. Про то, что один и тот же продукт может вызывать абсолютно противоположные чувства. И в этом смысле Marmind оказался честнее большинства еды. Он просто наблюдает, на чьей вы стороне.